Российское государство в последнее время ведет себя даже интереснее, чем раньше. Если судить о реальности только по официальным заявлениям, то все так хорошо, как никогда не было. Хороший тому пример – поиск людей в армию. По версии государства, российские военкоматы выглядят как магазины Apple в день старта продаж. Очереди за горизонт. Каждый день российская армия прирастает тысячи человек целым новым полком. Это безо всякой принудиловки, безо всяких зэков, чисто добровольцами. Надо сказать, что в эти заявления реально верят. Когда мы открываем западные СМИ, то видим, как авторитетные эксперты называют примерно те же цифры, что звучат в российских источниках, и подтверждают. Все так. Путин решил проблемы с пополнением армии. Теперь люди на фронт прибывают в таком количестве, что если не завтра, то через месяц российские силы окружат и возьмут как минимум Харьков. Существует какой-то общий консенсус о том, что путинская машина войны находится в потрясающей форме. Люди, мол, в нее так хотят, что от военкомата за уши не оттащишь. Парадокс в том, что консенсус этот основан только на заявлениях и цифрах от людей, ни одному слову которых верить нельзя. Мы не верим и смотрим на реальность. В реальности, на фоне всех бодрых рапортов, в России идет призывная кампания. Идет настолько успешно, что впервые в новейшей истории мы видим в Москве облавы на призывников. И не абы какие облавы, настоящие спецоперации по похищению молодых людей, у которых есть отсрочка от службы с немедленной их отправкой в воинские части. Людей буквально отлавливали по видеокамерам и доставляли в сборный пункт на Угрешской улице, лишая связи и возможности как-то отстоять свои права и вообще поспорить. Знаменитая собянинская оптимизация тут повернулась своим звериным оскалом. Вместо районных военкоматов, где гораздо проще было сориентироваться и отбрехаться, теперь в Москве единый призывной пункт – мега-военкомат, где люди проводят по 6-8 часов, где на входе отбирают телефоны и где молодые люди попадают в пространство полного бесправия. Мы не раз говорили, Москва – это не один из прочих субъектов федерации. Роль столицы в автократиях них сводится к административным функциям. Столица в таких режимах, как наш, это его витрина, это сосредоточение всего объема власти и место постоянного проживания номенклатуры. А главное, единственное место, где могут происходить политические изменения. Москва по всем социально-экономическим показателям отличается от остальной России так, будто бы это отдельное государство на совершенно другом уровне развития. Официант в Москве зарабатывает заметно больше директора ресторана во Владимире. Москва должна жить в счастье, достатке и безопасности. Москвичи должны чувствовать себя хорошо. Это политическая задача для сохранения режима. Одиночный пикет в Москве привлекает больше внимания, чем массовые митинги в Башкортостане. В этом нет ничего хорошего, но такова объективная реальность. И главная цель режима в этой реальности – не допустить в Москве всякой хтони. Во время мобилизации 22 года в провинциальных регионах творились жуткие вещи. Целый поселок могли оцепить и выгрести всех мужиков. Людей забирали прямо с проходных предприятий. Чего только не творилось, особенно в национальных республиках. Но стоило ментам проявить творческий подход в Москве и начать выцеплять людей у метро, стоило столице погрузиться в панику, мобилизацию тут же втихаря свернули. Причем первым ее свернул лично Собянин. Спустя какое-то время генерал-депутат Картополов пожаловался на гнилую Москву. Дескать, и без того получила самое маленькое мобилизационное задание, так еще и его не выполнила даже и близко. Но это было уже не важно. Никакие соображения не могут быть важнее политической значимости столицы. Поэтому происходящее сейчас действительно вызывает вопросы. Насколько все плохо с планом по призыву, если такие жуткие, хватательные перформансы нужно устраивать не в Бурятии и Тыве, где этого никто не видит, а в Москве, где скандал поднимается немедленно? Где же те очереди желающих записаться в российскую армию, если нужно персонально выхватывать, винтить и тут же отправлять в войска каких-то несчастных парней с отсрочками в Москве? Тут может возникнуть закономерный вопрос, а какое отношение призыв срочников имеет к войне? Срочников непосредственно в окопах же не используют. Как связаны цифры рекрутинга новых штурмовиков с плановым, вроде как, мероприятием по призыву? На самом деле еще как связаны, давайте разберемся. Во-первых, армия не сводится к тем людям, которые воюют или даже просто пребывают в зоне боевых действий. Помимо фронта у российской армии есть тыл, который растянут от Белгородской области до Владивостока. Это гигантское хозяйство, начиная со складов с боеприпасами и парками хранения техники и заканчивая боевыми кораблями.
Это части, которые по профилю своей службы не годятся для отправки на войну. От ракетных войск стратегического назначения до внутренних войск Росгвардии. Со всего тыла контрактников высасывает почти без остатка. Мы знаем случай, когда в плен ВСУ попал мичман Тихоокеанского флота. Ну, казалось бы, где Тихий океан и где Авдеевка? Где служба на корабле, а где в окопе? Но российской армии не до выбора. Ей нужны любые плюс-минус подготовленные солдаты. Места ушедших на фронт контрактников должен кто-то занимать. Вот их и занимают срочники. Например, до недавнего времени в погранслужбе ФСБ служили только контрактники. Но люди на фронте нужны настолько, что в декабре прошлого года Путин своим указом разрешил служить в погранслужбе ФСБ срочникам. Кроме этого большого тыла, есть тыл непосредственный. Речь о солдатах, которые обеспечивают воюющую армию в приграничных регионах. Призывники там служат с первого года войны. Во-вторых, срочник в текущих реалиях – это без 5 минут контрактник. Давно сняты все ограничения по сроку службы. На фронт можно уехать прямо со сборного пункта. 18-летний юноша, попавший в ультрастрессовую ситуацию, идеальный объект давления. Вчерашнему школьнику, попавшему из теплого дома в казарму, хватит одного интенсивного разговора с командиром, чтобы подписать что угодно. Чтобы такому давлению в закрытом коллективе противостоять, нужно обладать какой-то прям совершенно несвойственной подросткам внутренней силой. Поэтому не нужно думать, что в России какие-то две отдельные армии. Та, что воюет на фронте с контрактниками, зэками и мобилизованными, и та, где молодые люди занимаются общей физической подготовкой в течение года. Что мобилизация – это страшно, а срочная служба осталась какой была до войны, способом быстро отбрехаться от государства, получив бонусом некоторые плюшки полноценного военника. Сейчас все не так. Да, срочники не попадают на линию фронта вроде бы, пока они формально срочники. Но они служат в прифронтовых регионах и регулярно гибнут. Или их записывают в контрактники и отправляют воевать. Срочная служба ныне просто промежуточная станция на пути в воюющую армию. И если на эту промежуточную станцию нужно людей запихивать настолько демонстративно и прям в Москве, это очень многое говорит о реальном положении дел с личным составом в российской армии. Но что куда важнее, это значит, что хватательный рефлекс у российского государства по мере дефицита людей будет только обостряться. И даже Москва теперь небезопасна для призывников. А значит, нам вновь нужно обсудить меры безопасности. Меры эти не меняются с годами, почти ничем не отличаются от того, что нужно было делать в период мобилизации. Но, во-первых, в периоды относительного спокойствия все это выветривается из наших голов, а во-вторых, каждый год новая партия мужчин осознает, что между годом их рождения и годом нынешним прошло уже 18 лет вдруг. Так вот, первый и самый очевидный пункт. Постарайтесь сократить свое общение с военным ведомством до такого минимума, который вообще возможен. Не те сейчас времена, чтобы ходить в военкомат, размахивать справками, качать права или судиться. По истории тех, кто сейчас попал под замес в Москве, мы понимаем, теперь есть вариант, при котором вам просто скрутят ласты и отправят в часть, а все очень важные в прошлом бумажки выбросят в урну. Судиться будете уже из казармы. Если у вас есть возможность отсидеться ниже радара, не получая ни одной бумажки, начиная с приписного удостоверения, пользуйтесь ею, пожалуйста. Но не у всех такая возможность есть. Поэтому идем дальше. Вообще самая успешная стратегия в случае столкновения с российским государством – стать сложным пассажиром. Государство подобно огромному рыболовецкому траулеру. Единица измерения добычи для него – тонны. За одной единственной рыбешкой, которая очень не хочет попасть в пряный посол, гоняться совершенно не с руки. Чиновники всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Если с Ивановым слишком много возни, то вместо него всегда легче загрести Сидорова. Методы самозащиты от государства можно условно разделить на две категории – правовые и житейские. Правовые методы сводятся к тому, что в России юридически не существует принудительного призыва. Есть обязательный. По идее, когда полицейские пытаются утащить вас в военкомат, на сборный пункт, да и вообще куда угодно, когда вас задерживают по камерам в метро, останавливают вашу машину, в этот момент полицейские превышают свои полномочия. Никаких оснований вас хватать и куда-то тащить у них нет. Жалуйтесь, оспаривайте любое незаконное действие по отношению к вам. Бумажным оборотом отношения с государством не испортишь. Соберите все на свете справки и помните, нет здоровых людей, есть недообследованные.
Оформите доверенности на всех родственников женского пола, чтобы они могли совершать юридические действия от вашего имени. Помните главное. Ваша задача – любыми путями не попасть на сборный пункт. Пока вы на свободе, у вас есть пространство для маневра. Есть возможность обкладываться бумажками и справками, подавать заявления и жалобы. Да, сейчас практика такова, что заявления на альтернативную гражданскую службу просто не рассматривают. Но это не значит, что их не нужно подавать. Нужно подавать любые юридически обязательные к рассмотрению документы. Они выигрывают для вас время. Хуже от них точно не будет. Государство сейчас действует на дурачка. Людей хватают в надежде, что страх перед человеком в форме парализует их волю. Не нужно парализовываться. Нужно знать свои права и стать для всех такой занозой в заднице, от которой проще отстать вовсе, чем тащить в армию любой ценой. Нет такого человека, который глубоко в своей душе не найдет оснований для отсрочки от армии. Здоровье, учеба, семья, религия. Весь вопрос в том, чтобы такое основание обнаружить, найти, документально зафиксировать и отстоять. Но с нашим государством в его нынешнем виде гораздо лучше руководствоваться не правовой, а житейской логикой. Начать с того, чтобы не попадать в его руки в принципе, не оказываться в ситуации, когда придется качать права без гарантии успеха. Если понимаете, что призыв вас может задеть, начните с того, чтобы стать мишенью посложнее, чтобы вас сложнее было найти. Не живите по прописке, если можете. Предупредите родителей, чтобы, когда за вами придут, они в полной мере и с полной самоотдачей сыграли сцену, рассказывая об отвратительном сыне, который много лет назад свалил в неизвестном направлении. Не пишет и не звонит. Знать они его не хотят и ничем помочь не могут. Москва – самый опасный город для жизни призывника. В Москве по плюс-минус всей ее площади понатыканы камеры с системой распознавания лиц. Представить себе какую-то нормальную, не в режиме жесткой самоизоляции, жизнь в Москве, когда на тебя охотится государство, сложно. Если у вас есть такая возможность, постарайтесь просто не жить в Москве, а лучше и в Питере тоже, хотя бы на время активного хватательного периода. Тогда статус Москвы как государства в государстве сработает вам на пользу. Степень контроля за пределами административных границ Москвы снижается в разы. Всегда имейте план на случай, если что. Купите второй телефон, желательно самый простой, кнопочный, который месяцами может держать зарядку, лежа у вас в потайном кармане, который останется у вас, когда менты или военкоматовские отберут основной. Найдите людей, которые будут иметь доступ к вашим госуслугам. Вообще старайтесь не оставаться в одиночестве и без связи, особенно когда вам нужно пообщаться с государством. Даже если так случилось, что вас загребли, всегда полезно, чтобы на проходной стояла активная женщина, звонила и долбилась везде и всюду с требованием: верните сына, мужа, брата на место, откуда взяли. Принцип, из которого вы должны исходить: что бы вы ни делали, государство в данном случае ваш враг. Оно пытается вас обмануть и использовать в своих интересах. Нет сейчас большей опасности, чем попасть в российскую армию. Все остальное по типу бытовых ограничений, конфликтов с людьми в погонах, стресса и скандалов – это не проблемы по сравнению с тем, что вас ждет за дверью казармы. У российского государства дефицит людей. Оно пытается делать хорошую мину, но по мере нарастания дефицита под миной этой будет все более свирепое Вентилово. Это не навсегда. Это только до тех пор, пока сумасшествие российского государства не закончилось. Ваша задача – это время пережить. Будущее унаследуют живые. Те, кто вовремя спрятался. До завтра.